имеем посадки помидор. И сейчас мы проведем первое посынкование. И сделаем так, чтобы пасынки не пропали, не пошли на компостную кучу, а послужили нам верой, как говорится, и правдой. Давайте приступим к посынкованию. Вот хотя бы на примере любого растения, первого попавшегося. Томаты мы выращиваем, как знают постоянные зрители, в мешках, часть без мешков. Друзья, смотрите, вот идут уже пасынки. Когда лучше всего убирать пасынок? Пасынок, 3-5 сантиметров, когда достигает высоты. Больше не советуют передерживать. Много растения тратит на него дополнительной энергии, на его рост, ненужный рост. Поэтому мы все удаляем, начиная вот, когда только пальцами можно его прищепить, тогда мы удаляем. Итак, вот он пасынок. Он уже, видите, какой большой. Причем большой пасынок не нижние пасынки, которые, казалось бы, они раньше должны появиться, потому что старые листья находятся снизу, нарастают новые листья. Но на самом деле самый длинный пасынок вот в этой развилке, под кистью, под первой кистью. Друзья, вот что с ним делать? Можно его было бы обломать еще неделю назад, когда он был, вот такой вот, 5-6 сантиметров. Но мы этого делать не стали. Мы его сейчас берем, этот пасынок, и помещаем в ведерко, которое я приготовил заранее. Точно так же поступаем со всеми остальными. Удаляем всю мелочь и берем точно такой же пасынок под первой кистью. Вот он какой отличный, прекрасный пасынок. Точно так же здесь. В общем, у нас здесь растет порядка 100 растений. Можно взять порядка 100 таких пасынков. Друзья, один маленький практический совет, когда же, в какое время дня лучше всего проводить посынкование. Мы проводим утром, ранним утром. После выхода из ночной поры растения наиболее хрупкие. Они остывшие и обламываются очень легко. Нет необходимости применять какие-нибудь ножницы. Если мы это будем делать по жаре посынкования, либо под вечер, тогда растение становится уже размягченным, его не так просто обломать. Для растения будет травматично. Так что лучше всего эту операцию делать по утру. Плюс мы в дневное время уже открываем теплицы для проветривания, ветерок. И все это ранка, которая остается после посынкования, ранки вот эти, они быстренько заветриваются, что затрудняет проникновение инфекции внутрь растения. Так что утреннее время это именно то время, когда лучше всего это проводить. Друзья, итак, мы с вами вот наломали пасынков, такой букетик у нас хороший получился. И мы сейчас их обратим для себя на пользу. Друзья, растения, с которых мы взяли эти пасынки, семена стоили достаточно дорого. Это Агилис и Белфорд. Два хороших сорта, не дешевые семена. И вот смотрите, этими пасынками мы удвоим сейчас. То есть семечко каждое нам будет стоить в 2 раза дешевле. За счет того, что с одной семечки мы получаем 2 растения. Захотим, потом еще напасынкуем, получим 3 или даже 5 растений. Понятное дело, вот этот посадочный материал, он гораздо позже будет плодоносить, чем материнское растение, но зато он в один повторит все качества материнского растения. Это будут точно те же гибриды, с которых мы брали этот посадочный материал. Друзья, укорачиваем до необходимого размера, убираем один листок, и вот такой пасынок ставим на укоренение в обычную водичку. Здесь уже готовы. То же самое. Это поменьше пасынки. Понятное дело, кто-то может быть в комментариях, обязательно, я думаю, я уверен даже, напишет: ой, вы до такой степени дорастили эти пасынки, вы так ослабляли растения. Да, действительно. Но если необходимо это все, как говорится, размножить, то это совсем небольшая потеря, что мы немножко задержали плодоношение. Вот эти черенки, так называемые, которые мы сейчас поместим на укоренение. Вот сегодня у нас первая половина апреля. К концу апреля они превратятся вот в такие растения. Эти растения мы брали при обрезании. Может, кто-то видел видео, когда мы из одного растения, вытянутого, подтянутого, делали 2 растения. Вот это низ, который рос в стакане.
Друзья, видите, в каком он уже развитии. Здесь уже бутоны даже, можно увидеть бутоны, образование бутон. А это верхушка, которую мы не выкинули, а укоренили. То же самое мы укореним вот с этой баночки. К концу апреля будет вот такое растение. Весьма интересный способ увеличения высококачественных растений для выращивания рассады к началу мая. Друзья, надеюсь, это видео кому-то было полезным. Если это действительно так, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.